День добрый, друзья! Сегодня у нас рубрика «Инди-шедевры», и сегодня мы играем в замечательную игру Hive Fleet. Эту игру сделали всего лишь 2 человека. Давайте я вам даже покажу. Если мы нажмем на титры, то мы увидим, что практически все в этой игре было сделано лишь 2 людьми. Константин Кашутин и Максим Киселев. Один из них программист, другой, я так понимаю, идейный человек, который вообще все, в принципе, написал, сделал и создал. Также вы видите, что им помогали некоторые художники-аутсорсеры, и еще они указали здесь имена тех, у кого они купили музыку. Вот. В общем-то, это все. Все как мы любим, и великолепная инди-игра, сделанная 2 человеками. Она очень красивая, здесь офигенные звуки, офигенный интерфейс. Ну и давайте, в общем, что я вам рассказываю, давайте просто начнем. Я в нее немножко поиграл, сейчас мы начнем новую кампанию. Да, начнем новую. Вот так вот. И мы с прологом ее начнем, чтобы вам, чтобы там, в общем, было понятно, о чем вообще, чтобы нам поясняли некоторые вещи. Давайте. Вы Керим-Шах II, император Романии, великий князь земель Харана, царь Сихема и Герата, Божьей милостью, всемилостивущую, как это читать? Всемилостивущую жалуем чинь Тархана Флота великому князю Мерку, Саиджи Салекам Акалекум с передачей под его командование и в его единоличные распоряжения корабли имперского флота согласно чину. Да управлять его Всевышний и распорядиться веренным силами разумно, помня о чести и благе народа Романии. Дано в Салеме 9 месяца, 214 года правления династии. Вот, мне дали позывной Браво, форма доступа 2. Прикольно очень, да? Вы можете оценить визуальный стиль. Очень прикольно, очень лорно так. Нас сразу втягивают в какой-то интересный такой лор. Он здесь очень классный. Что-то, знаете, такое среднее между Fallout, Дюной и, я даже не знаю чего. Наверное, ближе всего к Дюне на самом деле будет. Давайте нажмем. Что у нас здесь? Великий князь, вы должны утвердить список кораблей, которые пойдут на Хиву. Что посоветуете? Берите красных, это рабочие лошадки. И может 1 или 2 танкера для них. Хорошо, это наш советник. Он будет давать нам всякие советы. Приятный такой типок с хорошей внешностью. Вот, мы его послушаем. В этой игре очень такой, знаете, очень погружающий интерфейс. Такой, знаете, любовью сделанный с душой. Вот эти всякие элементики. Вот эти кнопочки, вот такие переключатели, вот эти вот. То есть интерфейс прям вообще бомбический. Он местами неудобный. Тут подпривыкнуть надо, но я уже привык. Есть тут, конечно, косячки, но вот именно визуально это вообще экстаз. Какой здесь интерфейс. Вот смотрите, у нас есть танкер Севастополь, это наш самый главный корабль. Он очень медленный. Я не знаю, скорость где-то пишут его. Да, он там написано где-то скорость. Скорость 90 км в час. Это очень мало в этой игре. Он наш, в общем, танкер, да. Нам сказали брать красные. Красные это обычно боевые корабли. Я возьму, знаете что? Так, Наварин 240, буревестник вот 270. Артиллерийский, давайте поглядим. Здесь очень много всего. А здесь просто пушки, 2 ракеты. Слушайте, мне нравится. Я, наверное, парочку таких возьму. Вот деньги у меня, видите, 90 тысяч осталось. Я обязательно возьму волну. Обожаю этот кораблик. Это чисто танкер. У него нет никаких боевых функций. Это просто быстрый танкер. Он нам пригодится. Позже поясню для чего. То есть вот у нас есть Севастополь танкер. Есть волна танкер. Есть 2 буревестника. 2 рабочие лошадки. Может быть, даже еще одну волну возьму. Да, наверное, 2 волны возьму, чтобы у меня было 2 отряда. 2 буревестника. И кого-нибудь очень быстрого я хочу. Вот смотрите, здесь 270 пока что было. Вот здесь сюда смотрите, 270. Кто быстрее? Вот Скоробей есть, он еще быстрее. У него тоже 2 ракеты. АК-100. Так, у него всякие защитные системы там крутые, да, есть? Можно вот его взять. Так, а что еще есть? Это большие, странник, гладиатор, ярость. Ярость 260. Я, наверное, вот этого Скоробея одного еще возьму. 310, чтобы был вот прям самый быстрый у нас. Давайте его. Все, у нас 3 боевых корабля. 2 танкера для отрядов и наш главный этот. И мы 40 тысяч, наверное, оставим. Сложность нормальная, потому что мы пока что знакомимся с игрой, я вам просто ее показываю.
Ну и погнали, да? А, вот еще дальность, смотрите. Эскадра должна иметь минимум запас хода на 2000 километров. У нас сейчас запас хода на 4500 километров, потому что у нас 3 танкера, довольно много топлива умещается. Хорошо, хватает, в общем. Погнали. Такой базовый простой отряд. Накануне срока вашего выступления на Хиву ко мне дошел тот странный Элоим в маске. Здесь вот так можно наводить и будут пояснять всякие штуки. Но я не буду сильно здесь вдаваться в детали, я позже объясню. Хива — это крутой город, Элоимы — это, ну, раса. В общем, такая местная раса. Можно считать их местными фрименами. Так, пробельчик. Элоимы не могут долго находиться на открытом воздухе, и я уже привык, что многие из них закрывают лица. Но этот, очевидно, выделялся из прочих. Когда он появился, люди начинают перешептываться. Элоимы звали его Аль-Сахир и относились к нему с подчеркнутым уважением. Я знаю, что Дауд – это адмирал флота. Мы у него в подчинении находимся. Допрашивал его и пытался разузнать о нем от прибывших на Севастополе, но, по-видимому, особого успеха не добился. Все, что мы знаем, это именно он убедил команду Севастополя идти к Уру. Уру — это то место, где мы сейчас находимся. Но я буду иногда пояснять. Не представляю, как они его послушали, но мы все должны быть за это благодарны. Без крейсера поход на Хиву был бы невозможен. Итак, вот он, смотрите, опять оцените рисовочку. Здесь очень прикольно нарисованы персонажи, как вот тот советник и вот подобное этому. Великий князь, поговорите с вами. Великий князь, позвольте говорить с вами. Я впервые услышал его голос. Из-под маски голос звучал глухо, так что невозможно определить, молод он или стар. Я знаю, что вы надеетесь на поддержку тарханов. Тарханы — это князья. Это такое слово, которое обозначает, ну, по сути, князья или офицеры. Вот, привыкайте, в общем. Тарханы. Геральта в борьбе с Хивой. На северо-востоке от Уру скрывается небезызвестный Амар-хан, один из тарханов, офицеров, да? Я уверен, что он мог бы стать вашим верным союзником. То есть он нам сообщает, что на северо-востоке есть полезный человек, тархан, который может быть нам полезен. Прошу вас, если вы встретите его, передайте ему это. Элоим протягивает вам изящный горшочек. Потом кланяется и уходит. Мы можем посмотреть, что в горшочке, можем отнестись к этому с уважением, да, и не смотреть. Давайте не будем смотреть. Итак, один из тарханов в городе на северо-востоке отсюда. Нужно встретиться с ним. Отлично. Желаете инструктаж? Ну, давайте нажмем. Давайте пройдем инструктаж, я слушаю. Итак, наша цель — реактор Хивы. Смотрите, мы сейчас находимся в Ур. Это такой город Ур. Вот эта карта, похожая на карту в FTL, небезызвестной. Вот она какая большая, быстренько ее нам промотали и показали, что нам надо быть в Хиве. Это наша финальная точка. Хива расположена далеко на севере Герата. Герат — это, собственно, вся вот эта местность, где мы летаем. Город защищает эскадрилья наместника, и нам предстоит выбить их оттуда. Красота. В общем, босс-файт. Реактор должен остаться цел и невредим, так что ядерное оружие применять против Хивы нельзя. Да, это фишка игры. Здесь есть ядерное оружие, и оно очень классно сделано. По-моему, вот из всех игр, где я видел ядерное оружие, это лучшая просто реализация ядерного оружия в игре, которую я когда-либо видел. Вообще офигенно прям. В общем, нам говорят, в Хиву нельзя ядерки пускать. Ясно. Однако главная опасность ждет вас на пути к Хиве. По нашим сведениям, в Герате действует 5 ударных групп собрания. Каждая из них несет ядерное оружие, и я настойчиво рекомендую избегать встреч с ними. Вот нам как раз на карте показывали рандомные места. Везде могут оказаться вот эти самые ударные группы. У них есть ядерное оружие, и они, в общем, жесткие. Их лучше избегать. Ударные группы перемещаются от города к городу в среднем раз в сутки. То есть, если мы даже узнали, где они, это не гарантирует нам, что там на следующий день они будут там же. Они могут двигаться в рандомном там каких-то направлениях, да. Если противник обнаружит нас и успеет сообщить об этом, вот здесь показывают, как это происходит. Вот мы увидим врага. Опа! Он сообщает о нас, ставится флажок. Как бы местонахождение, то есть известное врагам наше место расположения. И скорее всего к этому флажку начнут стягиваться враги. В общем, надо валить. Ударные группы постараются сблизиться с нами и обстрелять. То есть, видите, они по флажку начинают ракеты пускать. Так вот ракеты выглядят. Они как бы сами сближаются, то есть рано или поздно кипсдык придет. Еще и перед тем, как самим прилететь, еще и ракетами обстреливают это место. Поэтому, когда стоит флажок, надо постараться свалить оттуда. Окей. Нам стоит держаться от них подальше, поэтому необходимо постоянно отслеживать их перемещение. Да. Сведения о перемещении ударных групп можно получить из радиоперехвата. Это позже я покажу, что за фигня.
Или захватив одну из станций тропосферной связи. Да, такое тоже есть. Противник вынужден использовать эти станции для передачи сведений из-за огромных расстояний в Герате. Угу. Захватив такую станцию, мы сможем узнать не только о перемещении ударных групп, но и много чего другого полезного. Например, о перемещении авианосных групп. Это другой вид, по сути, врагов. И тактических ракетоносцев, а еще один вид врагов. То есть, видите, у нас 3 вида врагов есть. Есть ударные группы, оснащенные ядерным оружием. Есть авианосцы, которые самолеты на нас пускают. И есть тактические ракетоносцы, которые вооружены тоже ракетами, но не ядерными, а просто крылатыми дальнобойными ракетами. Эти сведения чрезвычайно важны при планировании операции, да. Вы это все позже ощутите, когда начнем играть. Авианосцы, например, способны посылать ударные самолеты. Вот нам показывают огромный просто радиус. Вот в этом. То есть, если мы обнаружили авианосцев, и где-то вот в этом радиусе спалимся от них, на нас начнут флотилии самолетов пускать. Это беда, печаль. Нужно всегда иметь в виду, ага. И, наконец, между городами Герата перемещаются разные грузовые конвои, торговцы и прочая хрень, которую можно ловить, шакалить, убивать и получать за это деньги. Угу. Да, легкая добыча, отлично. Захватив транспорт, мы легко получим выкуп за него в любом городе. Ну, в общем, он объясняет, что эти транспорты можно захватывать и деньги получать за это. Окей. Сразу же выключаем радар. Давайте я вас немножко познакомлю вообще с этим интерфейсом. Как вы видите, он просто бомбический. Он охрененный. Я не знаю, я кайфую. Здесь практически все ощущается. Смотрите, за все можно подвигать, все можно посмотреть. Это все меняется. Координаты реальные, видите, курсор перемещает. Реальные координаты меняются. Помехи на экране. Мы можем приблизить, например, и увидеть, что вот там где-то точка города, и вот у нас там как бы флот сейчас сидит. Мы когда полетим, это все прям будет меняться в реальном времени. Облачка всякие, дым, офигенно просто вообще. Здесь вот у нас всякие переключатели пусков ядерных ракет. Можем выбирать ракеты. Вот у нас есть 2 ядерные ракеты. Тут вот наши корабли. Можно при помощи вот этих кнопочек, допустим, отделять от общего флота какой-нибудь небольшой кусочек и отправлять его отдельно от нас лететь, выполнять свои задачи. То есть, как бы, ну, как стратегия, знаете, можно разбить флот на части и рулить этим делом всем. Тут вот у нас топливо. Наше суммарное общее сейчас для флота, то есть нам его хватит на 1500 километров. Это вот эта синяя полоска. То есть вот эта синяя полоска показывает, куда мы в одну сторону на вот это топливо можем улететь. То есть, как видите, у нас 2 точки есть, вот мы туда и туда можем долететь. Окей. Это радар. Его можно использовать и по земле, и по воздуху. Можно его на постоянке крутить. То есть вот он так вот определяет. Видите, у меня появилась вот эта вот линия радара вокруг меня, вот эта желтенькая. Оп, отключаю, все, сразу она сильно сужается. Радаром надо пользоваться аккуратно. То есть у очень многих кораблей нету никаких, конечно, радаров, антирадаров и прочего, поэтому мы можем их просвечивать, да, находить вот в этом круге различные цели и засекать их. Но проблема в том, что различные враги, особенно крутые враги, вот как нам презентовал наш коллега, ударные группы, авианосцы, всякие такие, у них тоже есть радары, и они могут нас засечь, короче, вот этой штукой. И поэтому пользоваться им надо довольно-таки осторожно. Чаще всего лучше вот так вот разочком пульнуть, чисто посмотреть, где кто, и все. Вот. Еще можно, допустим, секторами делать, секторально, чтобы, опять же, нас могли не засечь. То есть мы, например, там, не знаю, мы знаем, что здесь ударная группа сидит, да, у них антирадар. Но при этом мы знаем, что где-нибудь здесь, допустим, конвой, может быть, у которого нет антирадара. И мы можем схитрить, мы можем вот так навести на него и чисто на него включить радар. Вот так вот. Он будет чисто в этом секторе пеленговать его, мы будем знать, где он, но при этом какая-нибудь опасная ударная группа здесь не будет знать, что мы тут, потому что мы радаром ей не просвечиваем. Они о нас как бы не узнают. Ну, короче, очень хитрая, интересная тема, прям такая стратегическая часть. Также здесь из немаловажного есть всякие вот такие элементы, которыми можно, как настоящий адмирал, планировать себе какие-нибудь штуки, типа вот прокладывать маршруты, там, мерить расстояние, планировать, как же ты полетишь, там, вот так, вот так, вот так, там еще как-нибудь, да, такой, не так полечу, как-нибудь по-другому. Какие-нибудь пометочки делать можно, не знаю, вот я засек, что здесь кто-то был, например, раз, здесь был там груз, и я знаю его, например, скорость и примерно знаю его направление. Я могу взять, просчитать, куда он там движется и через какое время, где он окажется, и как бы тоже использовать это. Это очень крутой аспект игры. То есть это прям реальный симулятор адмирала боевого флота. Прям офигенно. Ну все, я долго тут распинаюсь. Давайте начну играть, и вы по ходу посмотрите. Не знаю, насколько мы проиграем.
Ну, или дойдем до точки сохранения какой-нибудь, и на этом закончим. Или, может быть, нас раньше завалят. Я довольно-таки давно в игру не заходил. Окей. Смотрите, еще по карте поясню. То есть здесь есть вот эти линии. Линии — это не строго, как бы по ним надо двигаться. Это просто маршруты. Типа известные маршруты, по которым часто кто-то движется. Там торговцы, еще кто-нибудь. А мы летать можем вообще как хотим. Мы можем хоть отсюда полететь сразу вот туда, например. То есть вообще не париться, да? Вот эти иконочки, они означают какую-то пользу в том или ином городе. Например, вот здесь редкие модули. То есть можно что-то редкое купить. Здесь у нас ремонт. То есть везде, где гаечка. Ну, этот, не гаечка, ну вы поняли, инструмент, короче. Ремонт есть. Здесь вот топливо дешевое. Здесь вот можно наемника нанять. Ну и так далее, да. Здесь вот радар. То есть тоже это имеет свои штуки важные. Например, я сейчас точно хочу найти какой-нибудь радар. Вот в Ош, например, мне нравится. Но топлива рядом нет. Давайте другой поищем. Вот. Ганимеш, например. Вот Ганимеш неплохо выглядит. Вот это уберу. В Ганимеш я бы хотел. И нам еще, смотрите, у нас есть сведения от Тархана, что... Не от Тархана, вернее, от этого, от Элоимы, что нам нужно найти Тархана. Тархан находится на северо-востоке от Ур. Мы сейчас в Ур. Северо-восток — это где-то здесь. То есть где-то здесь у нас Тархан сидит. Нам бы желательно его найти. Поэтому желательно все вот эти вот места, вот эти все, исследовать, да, все их пройти. А мне хочется в Ганимеш. Как тогда поступим? Я, наверное, полечу базой вот сюда, а своими отрядами полечу и посмотрю по вот этим точкам. Чё кого? Точно залетим в Ганимеш, порасследуем что-нибудь, а базой, наверное, потом отсюда все-таки будем туда двигаться, чтобы найти Тархана. Как-то так. Пока что давайте туда задаем движение, отжимаем паузу. Корабли наши взлетают. У нас воздушный флот. Это такие огромные многотонные корабли, которые летают по небу. Видите, мы набираем высоту. 5 километров, 6. По-моему, десятки не летают. Да, ну где-то близко к 10 километрам в высоту поднялись и полетели. Весь флот полетел. У нас медленно кончается топливо, мы медленно двигаемся. Можно вот так время мотать немножко на shift. Видите, прям видно трейлы дыма, да, от летящего флота. Очень прикольно. И мы летим. Так, радар у меня какой? Цельный, да? Но пока нам нечего сканить. Радар, видите, у него маленький очень радиус. Так, погодите-ка. Тут еще землю можно сканить. Тоже иногда бывает полезно понять, например, из врагов, где кто находится. Пока, я думаю, можно включить радарчик. Да? Я вот только не помню серое что. Серая радар. А желтая что? Желтая, наверное, наша сигнатура, которые нас могут определить. Или, может быть, ИК-поиск. Что-то не помню. Ладно, давайте пока включим радар на всякий. То есть смотрим, серая полоска радар, синяя полоска, докуда мы можем долететь. Ну и полетели. Пока что двигаемся вот в этот Танмат-Сарех. Летим. Топливо, видите, кончается у нас. Вот даже стало мигать, типа мало его, но мы здесь купим его однозначно. Затем вот про вот эту красную полоску стоит рассказать. Красная полоска — это зона, как бы сказать, опасности для нас, для вот, как бы для врагов, да. Когда мы приближаемся к этой красной зоне, очень вероятно, что в этом городе нас засекут. То есть уже на подлете будут знать, что мы летим. Поэтому, когда мы к ней приближаемся, очень хорошим решением будет отделить какую-нибудь скоростную группу от нашего основного флота, который будет гораздо быстрее. Вот наш основной корабль, видите, 90 летает, а какой-нибудь там буревестник, он летает со скоростью 266. А вот Скоробей вообще 309, например, летает. И полезно бывает отделить 1-2 корабля с вот таких скоростных, и чтобы они, пока основной корабль наш вот здесь плетется, уже быстрее туда прилетели и захватили город заранее. Вот мы сейчас как раз это и провернем. Давайте мы возьмем буревестника. Мне показывают 2 линиями топлива. Я могу его немножко подрегулировать. Я не буду ему много давать. Обратно ему не надо будет лететь. И я думаю, нам одного его хватит. И отправляем. И теперь смотрите, что будет. Вот наш корабль... Кстати, озвучка, оцените. Офигенная русская озвучка. Наш основной корабль плетется со скоростью 90, а наш вот этот Скоробей очень быстро вперед вылетает. Ну, видите как. Так. Вот, и нам показывает здесь расчет внезапного удара. Нет, это мы уже это сделали. Это он нам предлагает как раз вот это сделать. То есть мы зашли в красную зону, и он предлагает, давайте отделим группу. Вот, а я уже это сделал, поэтому
Не надо, короче. Сейчас мы этим скоробеем залетаем. Так. Ну, здесь разные советы дают, как двигаться, как стрелять. Окей. И вот, что у нас? У нас один кораблик. 2 врага, 2 осы. Это очень маленькие слабые корабли. И Наварин тоже очень слабый маленький корабль. Сейчас мы их уничтожим. Боевка здесь вообще огонь. Погнали. Вон там вот я сверху. Снизу у нас враги. Почему они снизу? Потому что мы напали на них внезапно. Они еще не успели взлететь. Поэтому они снизу. И мы наваливаем им. Так. Пока не дохнет, а? Один готов. Ах ты пес. Давненько я не летал, не стрелял. Возможно, буду косячить. Это я сейчас уклоняюсь. Здесь очень реалистично сделано уклонение. Мы можем на shift ускоряться. И когда мы сильно ускоряемся, у нас такой экран прям черным заливается. Как будто перегрузки, знаете, у пилотов. Ракету у нас пустили, это хреново, надо уклоняться будет сейчас. Так, я уклонился наверх. Так, один готов. Уже второй был. Мимо. А вот так. Так, хорошо. Ай-яй-яй, пробили. Ракету потеряли. У меня же ракета была еще, кстати, я и забыл. Я думаю, мы без ракеты справимся. Отлично, красиво. Ну, эффекты вы сами видите. Эти все звуки, перезарядки, эффекты. Вообще огонь. Все, победили. Это наш адмирал. Он в данном, на данный момент кампании он наш как бы командир. Князь, на земле могут быть выжившие. Если их не спасти, пойдут разговоры. Ну, хрен с ним. Среди обломков могло уцелеть что-то ценное. Все это можно будет продать в городе, и деньги нам бы не помешали. Отлично. Только нужно действовать быстро. Скоро пожар там все уничтожит. И будьте осторожны, князь, некоторые объекты могут быть опасны. Это вот нам подсказали. Смотрите, после боя вот валяются обломки на земле, и мы как бы можем решить, куда податься, что залутать от того, что осталось. У всего есть время, вот такое, оно как бы течет, уходит вниз, и когда оно полностью дойдет до конца, та или иная часть будет как бы уничтожена, сожжена там, или, короче, ну да, сгорит, видимо, сгорит, короче. Вот, и мы как бы выбираем, что выбрать. Но при этом здесь есть определенные условия. Вот, например, вот здесь, видите, там значок такой, восклицательного знака. Взрывоопасно. Что это означает? Что если мы вот это не залутаем, и время пройдет до конца, оно взорвется и, скорее всего, с собой заберет что-нибудь еще. Поэтому вот такие штуки со значком лучше лутать в первую очередь. Как, например, боеприпасы и топливо. Вот там, где монетки, это какая-то экипировка какая-то, которую обычно можно продать. Ну, или использовать самому. Поэтому она обычно ценная. Ну, и есть всякие другие штуки, типа там каюты капитана, еще прочая фигня. Я бойту топливо спасать, потому что не хочу, чтобы оно взорвалось. Потом на боеприпасы пойду. Ну, если нам хватит времени на что-нибудь еще, залутаем что-нибудь еще. Погнали туда. Все, наш отряд занимается, а наша база летит. Топлива у нас очень мало впритык, но ничего, мы его скоро купим. Все, летим. Все, спасли топлива. Боеприпасы остались, вымпел и каюты. Давайте боеприпасы, иначе они тоже взорвутся. Топливо, смотрите, пошла зарядка. То есть вот этот наш один корабль начинает себе топливо пополнять, только тоже спас, находясь здесь. Боеприпасы. Не написали какие, правда, ну хрен с ним. И вот здесь за 2000 пушечка какая-то, 57-миллиметровая. 57 миллиметров, как вам? И каюту. Давайте пушку, может быть мы успеем еще и каюты. Сейчас поглядим. Ну и все равно нам надо ждать, пока база не долетит. Основная. Топливо, видите, остановилось, потому что в этот корабль много топлива не влазит. Он уже на сотку себе топливо набрал, все остальное как бы тут лежит. И на каюты, смотрите, хватит еще. Давайте каюты еще. Облутаем. Там бывает что-нибудь полезное. Какие-нибудь ништячки. О, подарок нашли. Кинжальчики. Отлично. Это потом нам пригодится. И можно сесть в город, вот в этот, который мы захватили. Вот так вот делаем. Смотрите, обычно я не сажусь. То есть тут можно просто нажать ОК и не садиться в город. Как бы, ну, подразумевается, что мы где-то рядом сели. Типа рядом с городом сели без проблем. Это как бы упускает игра. Но если наш корабль пострадал, а он пострадал, видите, на 136, то лучше всего его вот так выбрать и именно им сесть прямо в город, чтобы ускорить его починку. Сейчас мы это провернем.
И посадка здесь тоже очень прикольно реализована. Мы прям лично вот так садимся. С офигенной озвучкой, с офигенной анимацией. Так. Аккуратненько. Я, честно говоря, часто косячу с этой посадочкой. Очень аккуратно надо. Отлично. Сел. Вот. И получил прибавку скорости ремонта. Когда мы сидим в городе, мы ремонтируемся быстрее. И обычно всякие ивентики случаются. Работорговля. Начали доходить слухи, что ваши офицеры стали приторговывать пленными. Подобное кажется немыслимым во флоте метрополии. Но здесь, вдали от родины, ваши подчиненные сами собой начали применять местные обычаи. То, что происходит, возмутительно, но в сложившихся обстоятельствах проводить расследование может быть очень опасно. Слишком многие могут оказаться замешаны в этом. Ну и нам дают выбор, да? То есть мы поняли, что у нас там наши офицерчики людьми приторговывают. Можно провести тщательное расследование и строго наказать виновных, закрыть глаза, либо разрешить торговлю и назначить ответственного. Как бы легализовать это дело, да? Интересно. Интересно. Мы в мире Дюны, да, таком находимся? Не знаю, давайте Добряка отыграем его пока что. Попробуем провести расследование. Давайте, да. Мировоззрение, порядок +2. Мораль флота -3. Флот недоволен. Окей. Виновных и удержаний рабов оказалось неожиданно много. Многочисленные аресты накаляют ситуацию в эскадре. Угу. Ладно. Мораль флота это не так страшно. Я позже поясню за нее. Так, смотрите, корабль. Его можно починить. Вот так вот делаем. Джик. 1 час надо посидеть. Стоимость ремонта 5. Почему 5? Ну, потому что нас поцарапали буквально. Единственное, только знаете, что мне ракету вот здесь сбили. Вот здесь у меня ракета есть. Вот такая вот, зенит. И вот здесь вот мне ее сбили. Я бы, честно говоря, ее убрал вообще. Вот так можно сделать? Да. Я не любитель ракет. Вообще, честно говоря, я бы ее снял. Они находятся, видите, очень уязвимо. Они находятся по бокам, эти ракеты. И любая пуля, опущенная сбоку, она ее, получается, фигачит, эту ракету, и без толку. А она довольно дорогая, 600. Я ее, наверное, спрячу, пока без нее будем летать. Все, я доволен этим ремонтом. Меня устраивает. Снабжение. Здесь можно топливо покупать, позже мы это купим. Можно всякую фигню закупать себе. Патрончики, ракеты и прочее. Но я пока не знаю, какие у меня калибры вообще у кого. Давайте глянем, кстати, какой калибр. Вот у меня здесь пушки вот такие, 130 миллиметровые пушки стоят. Есть ли у них такие снаряды? 130 миллиметровые. Вот есть. Есть радиовзрыватель. Это вообще имба патроны. Корректируемый. Это типа трассирующий. Да, сколько стоит? 200. Охереть. Радиовзрыватель 100. Корректируемый, наверное, самонаводящийся. Угу. А еще какие есть? Так, все, по-моему, да? Да, ну слушайте, радиовзрыватели есть. Они очень жесткие, я знаю, что они жесткие. Давайте, не знаю, ну купим 20-очку. Вот сколько она выйдет? 2000, да? Ну, давайте купим. Еще зажигательные у нас есть десятка. Мы их, видимо, залутали, да? Окей. Окей. Здесь корабль сидит, и мы ждем базу, в общем. База сейчас долетит, и будет у нас тут топливом, короче, надо заправляться. Там тютелька в тютельку топлива хватило. Все, садимся. Отлично, и пошла заправка. Но нам это, для нас это мало топлива. Поэтому я предпочту еще топливо купить. И вот мы здесь вот так закупаем его и смотрим, куда нам хватит. Нам надо будет очень много топлива. Я подразумеваю, что где-то вот столько. Да, там прям реально до хрена. Тысяч на 10 мы тут, походу, покупаем. Все. Сейчас у нас все наши корабли будут заправляться. Подождем немножко, пока они это делают. Немножечко буквально заправимся. И пока здесь идет основная заправка, мы позахватываем что-нибудь близлежащее. Я вообще в Ганимеш хотел бы, конечно, слетать. Да, видите, топливо мигает. Оно, видимо, всегда мигает, когда меньше 1000. Давайте подождем чуть-чуть. Это уже начинает
реже мигать. Успокоилась. Окей. За время тут можно не бояться. Сильно вы ничего не теряете от того, что время мотаете. Вот. И я хочу, знаете что, попробовать отправить волну. Это местный танкер. И опять же какого-нибудь буревестника. Вот здесь мораль, кстати, вы можете видеть. Видите, есть 6, 7. У нас там из-за ивента мораль снизилась. Я, честно говоря, не помню, на что она там влияет, эта мораль. Но вроде бы, когда она меньше 5, становится плохо. Становится плохо. И поэтому сильно нельзя напрягать большое количество кораблей. Желательно как бы по очереди их, знаете, в бою использовать. Ну и стараться избегать плохих ивентов. Я вот сейчас как раз таки словил плохой ивент, поэтому у меня минус 3 морали. Окей, мы возьмем буревестничка одного. Вот видите, одного 6, у одного 7. Вот этого, который с 7. И полетим куда-нибудь с этой волной. Топливо мы им дадим так, чтобы хватило и туда, и обратно. Угу. Ну вот, где-то вот так. И вот сюда их направим. Я думаю, нам там дадут заправиться. Поэтому погнали. Затем... У меня есть еще одна волна. У меня есть еще скоробей вот такой. Я бы их тоже отправил, например, вот сюда. Тут редкие модули. Тоже и туда, и обратно, чтобы было топливо. Погнали. А база у нас продолжает заправляться. Смотрим. Давайте посмотрим. Быстрый удар 88. То есть, смотрите, вот я оказался в этой зоне. Все вот это время, пока я сюда лечу, каким-то образом, я не знаю, как это работает, но, в общем, есть какой-то шанс, типа 12%, что нас таки засекут, что мы туда движемся. Но во всех остальных случаях они нас не засекут, и это даст нам примерно там секунд 20 порастреливать их, пока они сидят на земле. Вот как было в том бою, помните? Это гораздо выгоднее, чем если нас сразу засекут. Потому что если нас засекут, они уже будут в небе и уже сразу начнут по нам стрелять. Это хуже. А здесь у нас вообще 96, потому что этот корабль нереально быстрый. 309. Здесь вообще очень быстрая атака произойдет. Окей. Я думаю, мы можем себе позволить даже еще больше топлива купить, пока мы здесь. Прям до хрена купить его. Прям вот так. Да. Пусть заправляется. Ну и давайте. Так, что у нас здесь? Мы кого-то увидели. Десант. Нам подсказывают здесь всякие штуки. Элементы управления. Я, кстати, забыл. Давайте посмотрим. Температура двигателей 1. Это бывает полезно. Нельзя перегревать двигатели частым ускорением, иначе они сгорят. Расход горючего тоже возрастает, если мы форсаж используем, да? Угу. Так, ну здесь совсем бомж, видите, наварин. И вот у нас есть выбор боеприпасов. Есть стандартные, они ничего не требуют. Есть зажигательные, они дают повышенный шанс поджечь врага. И есть вот такие штуки, которые, как я не знаю, как писать, радиовзрыватель, это как дробовик работает. То есть снаряд на подлете, вот он так летит, где-то здесь взрывается и такие дробью типа херачит. То есть очень получается выгодная пушка. Но здесь один враг, я базовым его замочу. Вообще без проблем. Он тем более на земле, видите. Вон он. Так, мимо. Тут пес стреляет по мне. Но у него калибр маленький. Это вы сами видите по размеру снарядов даже. Ракета неприятно. Вернулись. Эвакуация. Вот вы можете справа видеть, насколько сильно он поврежден именно с правой части. Отлично. Готов. Мы не сильно пострадали. Продолжить. Так. Ага, что у нас здесь? Вымпел. Это, видимо, полностью здоровая, да? Или что? Можно каюту капитана обыскать. Каюту. Давайте каюту, она сейчас кончится. Ее ищем. И посмотрим, что у нас здесь происходит. У нас здесь тоже будет атака. Да, прямо сейчас будет атака. Так, а здесь что? Здесь две осы. Это очень слабые корабли. Там буквально по залпу на каждого. Погнали.
меня здесь какой-то другой калибр у корабля. И система защиты на нем стоит. Это очень крутой корабль получается. Видите, другой калибр. Давай, давай. Давай. Ой, закрутила бедолагу. О, у него вообще пулемет несчастный. Ух, это я в бак попал. Топливный бак, видимо, разорвало. Так, хорошо. Еще одна победа. Что мы здесь будем демонтировать? Можно корпус разобрать, топливо. Слушайте, топливо как будто бы... Да, топливо неплохо. Вперед. Ну и вот сейчас такой момент. Опа, это мы от капитана получили радиограмму. Корабли одного из тарханов Герата замечены далеко на севере от города... Очень плохо прочитать. Немриц. Категорически запрещаю навигацию в этом районе без военного сопровождения. То есть, смотрите, мы нашли в каюте капитана какое-то сообщение, да, в котором нам сообщается, что далеко на севере от города Немриц найден, получается, да, Тархан. Тарханы — это наши союзники, которых мы можем найти. Это важная информация. Давайте искать этот город Немриц. Немриц. Вот он. Немриц. Далеко на севере. То есть где-то, видимо, начиная вот здесь. То есть, если было бы просто на севере, это было бы, значит, здесь. А если далеко, то, скорее всего, здесь или вот в каких-то этих городах. То есть где-то здесь Тархан. Мы можем вот так взять циркуль. Нет, погодите. Не так. Я уже отвык от этого дела. Вот так вот делаем. Вот где-то здесь, короче, Тархан. В одном из этих 3 городов. Я вот так беру просто и пишу. Тархан. Окей, все. Я знаю, что мне точно надо в эти 3 города залететь. И найти там Тархана будет. Тарханы, они очень полезные. У них обычно какой-нибудь очень крутой корабль, который достается нам на халяву. Поэтому их всегда выгодно находить. Окей. Дальше, что мы здесь будем искать? Нет, не здесь. Но вот здесь надо искать. Каюты, вымпел. Давайте вымпел. Может быть, на каюты хватит. Я пока не буду торопиться, я хочу, видите, в обоих точках успеть нормально все залутать. У меня как бы 3 действия одновременно происходит. Тут лут, и здесь корабль заправляется еще. Это спасено. Это что такое? Фугасная авиабомба. Ну давайте ее отпускаем, ее спасает. А здесь что? Каюты. Давай, каюты. Так, пауза. Здесь, смотрите, здесь такой значок есть: опасная среда. То есть мы можем сразу туда пойти, но это чревато. Мы можем попробовать успеть надеть защитные костюмы и потом туда пойти. Давайте попробуем. Подарок нашли, кстати, бронзовую какую-то статуэточку. Это вот здесь мы нашли, да? Нет, не здесь опять. Я путаю, что ли? А, ну да, здесь. Все, давайте здесь садиться, короче. У нас опять пострадал корабль, поэтому я сяду. Ой, какие там ценные эти. Начали торможение. Вообще жесть. Там на 105 есть ускорение ремонта. Сейчас попробую именно туда сесть. Снизу вы видите вот эти вот 55, 105 и прочее. Это ценность площадки. Типа вот площадки тоже разные бывают. И если ценность площадки высокая, то там ремонт будет просто чудовищно быстрый. Всем приготовиться. А еще можно сесть на 2 сразу, как я сейчас попытаюсь сделать. Оп. Сразу на 2 сел. Плюс 160%. Все. Здрасте, приехали. Все, благодарю за работу. Угу. Так, давай ремонт. На полную. 1 час $300. Окей. И опять, смотрите, мне показывают ракету. Потому что, видимо, мне ее уничтожили. Я хочу снять все ракеты нахрен. Да, и здесь, смотрите, можно закупиться. Всякого разного тут есть. В этом, конечно, долго разбираться. Я не буду вас тут запаривать с этим. Посмотрю просто ракеты. Но ракеты я не вижу. Ну да, тут, короче... Тут для меня, на самом деле, ничего такого нет. Интересно. Броньку можно купить. Попробовать. Это маленький бронеэлемент. Сейчас, погодите.
Большой есть. О, большой есть. Вот так можно свои ракеты, например, защитить. Давайте, может быть, так и сделаем. Там денежки тратим, конечно, но зато именно на этом корабле у нас будут ракеты. Ну, придется потусоваться здесь немножко. Окей. Вымпел. Это очень маленький калибр. 57, я даже не знаю. Продать ему что? 2000 он стоит, в конце концов. Давайте продадим. Новый проект. Я не хочу новый проект. Нормально, и так нет. И подзаправиться здесь надо будет. Подзаправиться довольно серьезно. В принципе, мы ничем не рискуем. Нам надо будет слететь в Ганимеш, потом в Джафу, потом вернуться. Именно вот этим отрядом. Поэтому заправляемся им. Все, он будет пока что на заправке на ремонте, окей. А что у нас здесь? Мы тут спасаем по-прежнему что-то. Надеюсь, успеем. Экипаж одевается. Оделся. И да, мы успели. Теперь можно обыскать каюту безопасно. А, кстати, я могу сразу присесть? Интересно. Мы не можем начать посадку в городе, пока не закончится пожар. Я понял. Я понял. Давайте ждать. Пока ждем, короче. Чуть-чуть мотну. Ага, еще нашли подарок. Неплохо. Они потом нам пригодятся для тарханов. И садимся в этот город. Ну, здесь дэмэдж очень маленький. Можно просто, знаете, забить. Можно вот так сесть. Не парись. Даже не знаю, нужен ли ремонт вообще какой-то. Ну, типа да, но это такая фигня вообще. Фаб я пока оставлю, не буду продавать. О, здесь выбор побольше, кстати. Тут побольше, прям посолиднее выбор-то. Во-первых, пушки есть. Есть самолеты. Есть ракеты, кстати, тактические, да? Или нет, это что? Противорадиационная крылатая ракета с фугасной боевой частью. Наводится на изучение радара противника. Это классная тема. Это просто крылатая ракета. Я куплю, наверное, одну. Она еще, видите, наводится на излучение радара. Это вот как раз я, помните, говорил про радар, что нельзя им опрометчиво пользоваться. Потому что у вас могут вот такие ракеты пускать, и она будет просто наводиться по вам по радару. Поэтому радар очень опасно использовать будет в дальнейшем. Есть ракеты «Зенит». Я бы тоже их купил. Парочку. Потом все-таки я их буду использовать. Вот. И здесь, смотрите, раз я все равно буду сейчас заправляться, я бы тоже одел броньку. Вот такое. Это немножко нас утяжеляет. Я, кстати, не знаю насколько. Вот смотрите, скорость 291 одеваем. 276. Блин, так серьезно, конечно. Замедляет. Но зато это позволит ракеты использовать. Поэтому я думаю, нормально. Ракеты мы будем использовать в дальнейшем. Пап не буду брать. Ну, в принципе, наверное, все. Здесь мне ничего больше не надо. И проект я не хочу новый создавать никакой. Топливо у нас еще в избытке, кстати. Блин, это фигово, что оно в избытке. Я слишком много топлива взял с собой. Тогда продаем его. Получается. Или нет? А, нет, оно не в избытке. Это мы вот столько докупаем. Тогда нормально все. В общем, здесь надо 2,5 часа ждать. Здесь 1,4. Здесь еще очень долго. Поэтому ждем. Давайте подождем. Так. Ремонт ждем 2 часа, да? Окей. Тут ремонт. Сейчас, вот, все, здесь закончили. Здесь мы все дела сделали. Вот этой группой можно лететь, допустим, в Ганимеш. О, насколько топлива хватит? Ну, навскидку нормально хватает. Давайте в Ганимеш. Погнали. Здесь пока ремонт, тут в Ганимеш, тут заправляемся дальше. Угу. Сейчас еще парочку точек захватим, ребята. Я думаю, для этой серии достаточно будет. У нас шанс быстрого удара, смотрите, сразу снизился. По нас могли бы засечь на радаре. Вообще жопа была бы. Вот эти галочки показывают, вот смотрите, мы сейчас летим в город, и город как бы не обладает какими-то там продвинутыми средствами обороны, типа ИК-визором там или радарами. Поэтому для него шанс внезапной атаки вот такой. Но если бы это был не город, а, например, какой-нибудь вражеский флот, а на флотах могли бы быть вот какие-нибудь такие штуки, и, соответственно, мы можем как бы прогнозировать, как
какой бы шанс был внезапной атаки, если бы у них были такие штуки? И, как видите, он нулю бы равнялся. Потому что у нас нету никакой... как это называется-то? Рэп. Никакой, короче, электронной защиты не было бы у нас. Поэтому нас бы всегда засекали. Окей. Эти нажму на паузу, посмотрю, что здесь. Здесь у нас тоже уже все дела сделаны. И можно куда-нибудь тоже выдвигаться. Например, в Ош. Я думаю, неплохо. В Ош. Давайте в Ош. Мы и здесь радар окучим, и здесь радар окучим. А базой полетим куда-нибудь, например, в Зобу или вот сюда. Давайте так. Опа. Кого-то увидели. Так. Вот смотрите, здесь видно, что они сейчас о нас сообщат. Блин, собака. А теперь она знает. Противник успел передать радиосообщение о нас. Теперь все окрестные гарнизоны будут подняты по тревоге. Это печаль, конечно. Ударные группы поменяют курс и пойдут к нам. А если рядом есть авианосцы, они отправят сюда самолеты. Конвой тоже поменяет свой маршрут, стараясь обойти этот регион. Одним словом, великий князь, чем реже противник будет получать такие сигналы, тем лучше для нас. Ну вот смотрите, я поясню для вас, что произошло. То есть вот здесь вот 68%, как вы помните, было, да? И они не прокнули. Прокнули, получается, сколько? 32%, что они успели передать сигнал. Поставился флажок. Теперь в большом довольно-таки радиусе, вот он показывает, в этом радиусе, ну, то есть на самом деле даже больше. Вот в этих городах, в этих и в этих, все знают, что мы где-то здесь, как враги были. Если здесь были какие-то конвои, они все свалили. Если здесь были ударные группы, ну их не было, конечно, но если бы они были, они бы сейчас сюда направились. Вот такая история. Ладно, давайте нападем уже. Шумы какие-то очень сильные. Да, корабли можно вот так, кстати, переставлять. В каком порядке они будут выступать. Но так как это корабль вообще не боевой, а у нас боевой только этот, поэтому мы, конечно, этим идем в бой и все. И вся надежда только на него. Так, и видите, они сейчас подняты по тревоге, они сразу в небе. Это совсем другая история. Ух, нифига снайпер. Ой, красивый. Вот это я меткий стал. А это бомба? Он бомбу сбросил. Пес. Жестко. Жестко. Что там у тебя за калибр пулемет? Несчастный. Да, это. Ну, слабые противники в начале, конечно. Так, продолжить. Мораль 5, уже видите, не так хорошо. Что можно залутать? Ну, вот это, наверное. Давай лутай. Затем здесь у нас что? База заправилась. Кстати, у базы у нас есть буревестник, маленький кораблик боевой, который поможет базе, если что. И мы базой полетим, давайте в Зобу. 14 часов она туда будет лететь, окей. Вот эта группа сюда летит. Нормально. Угу. Так, залутали. Ждет приказа. Боеприпасы, видимо, надо спасать, чтобы они не долбанули. Это мы, наверное, скипнем. Мы лутаем это и вот это. Давай. Тут еще, кстати, автоматически это можно было делать. А, вот так. Можно было делать авто, он бы сам тогда спасал. Но проблема авто, знаете, в чем? Что он спасает в первую очередь гражданских, а они нахрен не нужны, честно говоря. Зачем? Кому эти гражданские нужны, правильно? Мы же воюем тут. Так, мотнули. Боеприпасы спасли. Что еще? Корпус или топливо? Я думаю, я успею и корпус, и топливо. Давайте сначала корпус. Тут смотрим, что кого. Так, это что такое? Запчасти. Ремонт кораблей идет быстрее с этими запчастями. А, это еще один параметр какой-то. Я даже не знал его, кстати. То есть у нас есть и золото, и запчасти. Прикольно. Спасибо за такое дело. И топливо спасаем еще. Давайте. Так. Отлично, топливо спасли. Все, да, тут? Все, пошла заправка. Давайте посмотрим. Я, по-моему, не пострадал. Да, я не пострадал. Заходим в город. Ремонт нам не нужен. Не нужен. Снабжение отличное.
Не уверен, что нам надо прям на фул заправляться. Я думаю, вот так достаточно заправиться. Боеприпасы мне не нужны в этой группе никакие. Вот, и смотрите, это, в общем-то, чем мы добивались. Великий князь, мы захватили станцию тропосферной связи. И пока противник не понял, что к чему, мы можем получить данные о его перемещении. Отлично, отлично. Это вообще имба просто. Я обожаю вот эти станции. Мы можем 5 раз осуществить разведку. Вот. Цена разведки, видите, какая? Мы можем узнать, где находится ударная группа. Это, короче, жопа для нас прям вообще. ТГ я не помню, что такое, честно говоря. Не мешало бы расшифровать ТГ. Ребята, если есть те, кто в игру в эту играл, напишите, что такое ТГ. Я что-то забыл. Конвой это, ну, эти, кого можно залутать. Вот. Ударную группу меня не так сильно интересует в данный момент. Потому что нам еще до них далеко, как мне кажется. Я бы вот что такое ТГ узнал. Ну-ка. Во. ТГ это авианосная группа, все, я понял. Вот, мы узнали, где авианосная группа была. Она пока что здесь сидит у нас. Вот можно сразу это дело пометить. Авианосцы. Все. Они, в общем, где-то тут. Окей. И я конвоев, наверное, поищу побольше. Раз, два, три. И вот мы знаем, где находится кто. Смотрите, мы знаем, даже еще и маршруты знаем. Вообще офигенно. То есть вот этот товарищ идет прямо к нам в лапы. Великолепно. Я его даже помечать не буду. Просто мы знаем, что здесь есть некий бурлак. И он летит прямо сюда. И мы его здесь захватим. Нормас. Этот летит наверх. Это еще не скоро. А вот этот странник, он летит куда-то вниз. То есть вполне возможно, мы его где-то здесь можем поймать. Поэтому я, наверное, вот здесь помечу, что здесь был странник. Странник, транспорт. Просто на будущее, если я сюда буду двигаться, что где-то здесь я могу транспорт поймать. Окей. Окей. Все, отжимаем паузу. Тут идет заправочка. Тут идем на следующий сканер. Здесь идем сюда. Угу. Так. По-моему, здесь все. Да, вот эта группа все. Еще и мораль немножко восстановилась. Хорошо. Можно пойти сейчас. Можно ей на самом деле попробовать найти там Тархана. Того самого. Он где-то на севере должен быть. Поэтому мы, наверное, сейчас пойдем сюда. Потом сюда. Давай. Полетели. Полетели, детка. Тут у нас красная зона где? Вот здесь. Тут вот здесь. Окей. Опа. Мы нашли что-то. Что-то мы нашли. Объясните подробнее, Петр Игнатьевич. Антенны РТР. Радиотехнической разведки, правильно же, да? Да, радиотехнической разведки. Улавливают сигналы радара противника и сообщают примерный пеленг на него. Работающий радар — верный признак большого военного корабля. Печаль, печаль. Если мы видим сбоку их, если мы видим работу их радара, они, вероятно, смогут засечь и нас. Думаю, нам стоит пока держать наши радары выключенными. Вот это оно самое. Включить или выключить радары эскадры можно этой кнопкой. Кнопки-то нет. Потому что в этой группе нету этого. Так, погодите. Нажмем пока на паузу. Смотрите, в чем история. Вот наш основной флот. И вот его радар. У него нету никаких проблем, как вы видите. Все чисто. РТР молчит. На радаре все красиво. Никаких проблем. У этой группы тоже никаких проблем. Проблемы вот у этой группы. И мы видим по вот этой иконке, вот эта штука. То есть, смотрите, здесь мигает 30-очка. Сейчас попробую объяснить. 30-очка — это угол. То есть, где находится этот товарищ. А вот эта штука, вот эта вот палочка, это расстояние. Чем она больше, тем ближе это расстояние. Я вот не помню точное значение, но 1 — это как бы далеко. То есть, где-то далеко от нас, в 30 градусах, находится какой-то враг. Вот, смотрите, попробуем на 30 градусов примерно навести. Вот, знать бы расстояние еще, блин. Конечно, не написано это. Дайте-ка я попробую совета у него спросить. Это ускорить ремонт, поддержать, попросить денег. Блин, нет такого. Может, справка есть? Тоже справки нет. Я не помню значение расстояний вот этих, блин. Надо будет загуглить где-то. И я не могу, видите, точно предсказать, где он. Но можно примерно тогда ориентироваться, где. То есть где-то далеко, да, на расстоянии примерно километра, скорее всего.
километра. Это где-то вот здесь. Короче, где-то по этому маршруту, видимо, в этот город двигается какой-то враг. Ага. То есть давайте-ка мы пока что пометим это. Враг, возможно, УГ. Если это реально так, я нафиг буду валить отсюда. Но пока что подлечу поближе, посмотрю. Угу. РТР-1. Буду ждать, пока будет 2, например. Чтобы точнее определить, где они. Возможно, угол изменится. Вы видите? 2 теперь. 2 это больше, это 750. Ну, по-моему, я, честно говоря, не помню. Тоже 30. Сходится на самом деле. То есть он уже где-то здесь, возможно. Слушайте, надо не идти сюда, я думаю. Он, похоже, реально летит сюда. Этот товарищ. Он реально летит сюда. Возможно, УГ. Давайте вот это уберем. Тогда меняем курс, летим туда. И плюс, пока мы летим вот туда, то есть здесь у нас была одна координата, получается, да? Давайте 30 градусов, примерно 750. То есть он был где-то здесь. Пометили место. Отлетим чуть подальше, получше спрогнозируем, где он. Скорее всего, он, конечно, в городе будет, допустим. Окей. Двигаемся. Уже РТР-3. 4. О, блин, он очень близко. Он очень близко. Все еще 30 градусов. Это он, похоже, летит вот сюда вообще. Ёлы-палы. Погодь. 30 градусов. Вот это сколько вообще? Если брать за 1000. 1750, 500, 250. Здесь 0, да? Ты что, он настолько близко, что ли? Он вообще где-то здесь может быть? Ё-моё. Слушайте. Это что-то опасное. Так, дайте-ка мы вообще вот так полетим. Нафиг. Прям вот так, я думаю. Это как-то опасно. Давайте-ка следить за ситуацией. Угол поменяется, нет, когда-нибудь? Очень опасно. Мы очень близко с врагом. А давайте попробуем его вот так половить. А, у меня, наверное, нету, слушайте, этого прибора или есть? Не ловится ни хрена. Опа, очень близко. На 60. Очень близко, это, вероятно, вообще где-то здесь. Где-то прям вот тут. Он, возможно, меня уже преследует, честно говоря. Ну, ИК не ловит ни хрена. Так, все, подальше стало. Вроде мы отходим от них. Давай вот так. Но он как будто все равно, он как будто меня идет преследовать. Собака. У них-то, видите, есть радар. Он, возможно, пользуясь радаром, меня ищет. $90 уже. Ё-моё. Я попал. То есть он реально где-то здесь. Он реально по радарам идет за нами. Ёлы-палы. Похоже, нам придется попрощаться с этой группой. Слишком долго я здесь тусовался. Так. Ну, можно, конечно, попробовать оторваться. У нас скорость 240. Какая у них, я не знаю. Возможно, меньше, чем у нас. Давай вот так. Но он очень близко. Так, это что? Призовое судно. А, это наша вторая группа прилетела в город. Я понял. И мы там внезапно прилетели, это хорошо. Пока я увлекся одной группой, там другая уже сработалась. Здесь у нас товарищи спят еще. Ночь на дворе.
О, взлетел, смотри. Собрался. Так, ну... Хотя бы у второй группы все успешно. Давай-ка авто. Мне вообще не до этого сейчас. Пусть там сам разбирается. Я хочу здесь вот как-то что-то сделать. Так, 120. То есть он теперь где-то тут. Это где? Где-то тут. Тут он, короче, где-то. Примерно тут. О, ну смотрите, он реально, похоже, за нами летит. Он, похоже, летел сюда. Где-то здесь нас он засек. И начал двигаться за нами. И нас преследует. Вот так как наш корабль быстрее, вполне вероятно, он нас не может догнать. Тогда знаете, что мы можем сделать? Мы можем... Мы уже, на самом деле, в зоне первого удара. Мы можем по-быстрому напасть сюда. Попробовать найти топливо. Подобрать быстренько с убитого врага. И куда-то дальше валить. Не знаю, получится у нас это или нет, но, похоже, других вариантов нет. Давайте пытаться. Так, уже, смотрите, он отстает немножко. Уже немного отстает. Еще надо вот здесь не проморгать атаку. Вот здесь у нас нормально, да, идет спасение всякое. Надеюсь, тут тревоги не будет. Так, что-то мы там нашли в раскопках. Блин, тоже сообщил. Это очень плохо. Товарищ-то отстал от нас. На 150, он где-то здесь. Он, возможно, отстал от нас. Ну, у нас сейчас заново сообщат о нас, видите, здесь. Ёлопалы. Так, ага, ну тут говорят, смотрите, как, ну, как бы есть нюансы всякие, да. Мы можем подорвать снаряды во вражеского корабля, мы можем топливо ему подорвать, мы можем капитанский мостик снести, и тогда кораблю конец. Генератор может взорваться. Двигатели можно с одной стороны подбить, тогда корабль закрутит, что сильно собьет его прицел. Очень много нюансов. Ой-ой-ой, а здесь опасно, слушайте. Во-первых, корабль мощный, похожий на мой, и их больше явно. О, это что за снаряд такой? Корректируемый, да? Самонаводящийся. Зажигательные. А еще какие? Корректируемый, зажигательный. Радиовзрыватель. Я, наверное, радиовзрывателем даже пошмаляю сейчас. Кажется, надо побыстрее вырубить вот этот большой корабль. Заодно покажу, как он работает. Вот. Да, мне говорят, на R можно переключать. Смотрите, как радиовзрыватель работает. Вот я его пустил. Он сейчас на подлете где-то здесь взорвется. О, видите как? Сразу готов. Офигенные снаряды просто. На, просто. Как дробовик работает. Но проблема в том, что он в трупы также делает. Оп, ракета. Отлетаем. Я свою запущу. Даже две. Раз. Два. Красиво. Но это дорого было, 2 ракеты дорого. Зато вообще без потерь. Топливо здесь надо спасать однозначно. Нам надо зарядиться и свалить отсюда, если что. И будем следить за ситуацией. И я пока что помечу, где враг. Блин, затягивает, капец. Он где-то на 150. Где-то здесь. И вот с дистанции я, блин, не помню, что означает по дистанции. Конечно. Но он уже ближе. Уже, по-моему, где-то 250. Что мы еще успеем спасти? Каюты. Демонтируем. Давайте дорогое что-то демонтируем. Я думаю, успеем. Все равно заправка пока идет. И потом отвалим. Так, здесь что? Тут уже пора группу отделять. Буревестник. Топливо. О, чисто туда, чисто в одну сторону хватает. А здесь топлива что-то у нас нема, да? Надо подзаправиться. Да, побольше. 900. Тархана нашли. Ништяк. Давайте с Тарханом поговорим. И это вообще будет полный тогда обзор игры на первый ролик. Прям вообще отлично. К вам подходит группа людей с прибывшего корабля. Все они одеты как люди военные, но никакого оружия не видно.
Вот такой вот у нас замечательный Тархан. You people are Roman tradition. Перевод почему-то неполноценный. Хотя, блин, русские разработчики. Почему-то иногда перевод неполноценный. Вперед идет высокий Элоим. Его лицо открыто, а за спиной виднеется рукоять меча. Все это выдает в нем человека из знатного рода. Так. Ну, это совсем плохое приветствие. Во славу Герата приветствую тебя. Во имя Империи приветствую тебя. Империя Романи. Крупнейшее государство известного мира. Основано в 1 веке высшими чинами флота, когда князь Саиди был провозглашен потомством. В общем, есть какая-то империя, да? Герат — это, в принципе, вся земля. Мне кажется, чтобы быть осторожным, ну, осторожненько можно во имя Герата поприветствовать. К какой бы фракции он ни относился, Герат сойдет со всеми. Герат, отлично, +1. Ему нравится это, видите? Предан своему народу. Это мы как бы узнали о нем черту. Вот так его поприветствовав, по его ответной реакции мы поняли, что он предан Герату, в принципе. И теперь нам надо с ним общаться будет. Так, я должен тебе кое-что передать. Это нам горшочек давали, да? Давайте-ка дадим. Амар осторожно открывает горшочек, и его взгляд неожиданно застывает. +2 отношения еще получили. Отлично. Когда он наконец поднимает голову и отвечает вам, его голос неуловимо дрожит. Вы чувствуете, что он очень взволнован. Что ты хочешь, великий князь? Я ищу союзников для войны с Хивой. Присоединяйся к нам. Вам кажется, что Амар ждет чего-то еще? Не дожидаясь, он отвечает. Я хотел бы встретиться с другими подожди. Это честь для меня, великий князь. Хорошо, то есть он согласен. Я хотел бы встретиться с другими тарханами. Знаешь, где их найти? В наших краях их нет, князь. Мне ничего о них не известно. Спасибо. Все, он присоединился к нам. Ништяк. Мы получили корабль егошний, офигенный какой-то. Давайте посмотрим, что за корабль. Гепард МК-2. Он, видите, сразу больше значительно, да? Вот у нашего скоробея скорость 276. Огневая мощь 6, что бы это ни значило. Гепард. Огневая мощь явно больше. И скорость у него, несмотря на то, что он больше, она у него очень даже неплохая. У него тоже есть 2 ракеты. И у него есть 37-миллиметровые пулеметы. Пулеметы — это слабое оружие. Но зато у него, смотрите, что есть. У него есть радиолокационная система. Что очень круто. И еще одна, да? Не понял, почему их 2? Это МП-2. Это МП-12. Тут целеуказание есть, смотрите, да? То есть тактические ракеты можно цели указывать, что ли, да, получается? И радар на 400 километров. А здесь на 250 километров. Ну как? Так. То есть радар, да? Это может усилить нашу группу неплохо при помощи радара, на самом деле. Аварийные капсулы всякие. Вот опять хочется, конечно, ракеты броней как-то подзапрячь. Но я боюсь, на вес это сильно повлияет на скорость. Здесь 79. Не, погоди. А ну-ка. 270. И здесь 276. Ну, слушайте, нормально, я думаю, терпимо. Нормально. Защитим ракеты. Будем их юзать. Они полезные оказались довольно-таки. Так, раз-два, раз-два. Кстати, я вот что-то не помню, они тратятся вообще, эти ракеты, нет? Мы ее как бы разместили, да? И у нас вот здесь 4, но я не помню, тратятся они или нет. Так, чинить надо вообще кого-то. Что-то непонятно как-то. Погодь. Вот тут. И тут. 5 часов. Можно, конечно, сесть. Кораблями быстрее будет. Давайте сядем, чтобы ускорить. Вот там на 31 я вижу. Смотрю, на что-то это повлияет, вообще нет. Но эффекты вы сами видите. Насколько здесь все атмосферно, прям офигенно. Так, опасно уже. Уже близко мы.
100 метров, всем приготовиться. Есть касание, отлично. Да, видите, сильно сократило нам это время. Но почему-то броня все время уходит. Какого-то... А, не, ни хрена она не сократила. Блин. Блин, может, ну его нахрен. Гепарду поставим. Я ему тоже не хочу. Можно тоже отменить. Модуль подготовленных установки. Если убрать. Продать это все нахрен. Сюда не буду я, короче, это делать. Хрен с ним. Так быстрее зато. Хотя нам топливо надо все равно заправлять. Ладно, так и быть. Оставлю. Не очень очевидно тут некоторые вещи сделаны, конечно, в этой игре, но в целом она все равно офигенная. Я прям кайфую. Я хотел записать небольшой ролик такой, чисто на полчасика, показать вам. Но она очень затягивает. Все. Давай, сколько нам тут надо? 4 часа и плюс довольно много топлива заправлять, чтобы потом в Адру полететь. Также у нас вот здесь вот эта штука открылась. Слушайте, я даже нажму УГ, а вдруг мы найдем здесь УГ, эту гребаную. Вот она, вот. И теперь давайте проверим как раз таки точность, с которой мы определяем. Смотрите. Во-первых, нам вот эта штука показывает 150 градусов и вот такую дистанцию. Ну-ка, убираем. Насколько точно? Смотрите, видите, 150 градусов, ну плюс-минус то же самое, да? И вот это расстояние, это сколько получается было-то? 600 километров. То есть вот 500, вот это где-то 500 километров, это получается сколько? 500 до 1000, что ли? Это какие-то другие значения. Надо, в общем, это вопрос пока для меня, насколько здесь дистанции вот эти распределяются. Но мы теперь точно знаем, что вот эта шкала, это получается до 500 километров. А вот эта шкала уже 500 километров будет. То есть я, наверное, даже для себя помечу сейчас вот так. Что когда замигает вот эта штука, значит он уже будет здесь. Так. Окей, значит мы одну буквально демонтируем и, скорее всего, сваливаем после этого. Ну, либо, возможно, прям чуть-чуть еще потянем и потом сваливаем. Окей. Давай. Так, еще время есть. Заправка, видите, не полностью прошла. Ну, как есть. Туда не хочу суваться. Давай сюда тогда. Так, опа, 500. Теперь он здесь, значит. Он теперь здесь. Но мне надо топливо до конца забрать. Ну, давайте примерно прикидывать. Я буду мышкой вести, как он примерно перемещается. Я все топливо заправил. Все, мне этого достаточно, в общем-то. Спасать я даже ничего не хочу больше. Надо просто валить. Валить туда. Сюда. Я думаю, максимально далеко от этой ударной группы, чтобы уже свалить от нее, правильно? Взлетаем, улетаем. Ага. Закрываем. И пометим, что здесь будет УГ сидеть. Так, это что? Это наш буревестник долетел. Блин, тут серьезные ребята. Давайте вот этот патрон попробуем. Корректируем. Это самонаводящийся, по идее, патрон. С ним попробуем повоевать. Ага. А, ну они там сидят, блин. А, смотрите как. Я могу реально наводить его сам. Офигенно. Какой кайф. Ракета нет? Нет. Тихо, 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 тихо. Все, кончились мои корректируемые. Обычные остались. Давай, отхватай. Ракета. Вот ракету еще и сбить может попробовать. Не попадает пока. Отлично. Да что ж так, не просто.
отлично, его там убили. Ракет у меня нету этого. Да. Снизу сейчас повтыкаем ему. Угу. Снизу обычно очень уязвимые враги. Так. Ну, наверное, вот это. А потом авто. И база здесь долетит сейчас, да? Этот у нас улетает. Эти здесь до сих пор заправляются. И можно что-нибудь еще порасследовать. Конвой я люблю находить. Во, нашли конвой. Вот здесь он будет. Батон. Странник. Озон. Давай-ка вот здесь пометим, что здесь какой-то озон будет. Озон. Транспорт. Вот так, я думаю. Блин, мне бы сохраниться, конечно. В связи с сообщениями о присутствии кораблей Тархана на северо-западе от города Зоба. Не понимаю. В связи с сообщениями о присутствии кораблей Тархана на северо-западе от города Зоба требую усилить меры безопасности. Присутствие кораблей Тархана. Северо-запад от города Зоба. Это где? Вот Зоба. Северо-запад. Так, это опять вот здесь, короче. Нам опять указывают сюда. Но похоже, что вот здесь, похоже. Так, тогда поиски наши сузились. Похоже, он вот здесь. Все, я знаю, куда мне надо. Он здесь сидит. Потому что одно сообщение было, что где-то тут, а другое сообщение, что типа тут. Поэтому, видимо, тут. Окей. Окей. Я хочу точку сохранения найти, но я не вижу ее. Ребята, в упор. Где она есть? Ё-моё, она что-то очень далеко. Вот здесь только. Врежьте. Тут же, видите, еще какая история. Тут нельзя где попало сохраняться. Можно сохраниться только врежьте. Ладно, ну для этой серии, я думаю, достаточно. Я думаю, вы в полной мере оценили приколюху. Здесь еще очень много чего интересного дальше будет. Здесь дальше будут тактические всякие ядерные ракеты. Вот эти игры в кошки-мышки с радарами. Прям вообще офигенные. Ядерное оружие. Вот эти темы с авианосцами. Возможность сбрасывать всякие бомбы. Блин, там очень много всего интересного дальше будет. По прохождению игра вообще огонь. То есть это прям инди-шедевр, ребята. Вот кто не играл и кто любит какие-то тактики, стратегии и вот какие-то такие интерфейсы, это прям вообще must-have игра. Всем рекомендую, ребята. Я обожаю эту игру. Мы ее точно пройдем на канале. Возможно, этот трай. Я не уверен, что у нас получится успешный, но мы попробуем немножко еще в него погонять, посмотреть, что кого. Все, а на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на игру будет в описании. Кто не играл, рекомендую всем поиграть. Ну, а я, для тех, кому понравилось, жду вас в следующей серии. По этой игре мы создадим плейлист и попробуем в нее покатать. Хотя бы разок пройти, хотя бы на среднем. Может быть, потом даже на высоком попробуем. Все, ребята, всем спасибо и пока.